Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусную выпечку с клубникой к чаю. Готовится максимально просто из самых обычных продуктов. Пирог получается ароматным и нежным с хрустящей сладкой корочкой сверху и слегка влажным мякишем внутри. Сначала приготовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем щепотку соли. Начинаем взбивать и постепенно насыпаем 100 грамм сахара. Сюда же добавляем 10 грамм ванильного сахара. Я добавила ванильную пудру. Все взбиваем около 2 минут до увеличения массы в объеме. К взбитым яйцам добавляем 100 мл кефира и немного перемешиваем. Кефир можно заменить молоком или йогуртом. Сюда же наливаем 60 грамм растительного масла. И опять перемешиваем. В тесто добавляем 200 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем миксером. Готовое тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Диаметр формы 21 см. Тесто равномерно распределяем по форме. – 150 грамм клубники моем, чистим от хвостиков и разрезаем пополам. Клубнику выкладываем сверху на тесто. Готовим крошку. В миску насыпаем 2 столовых ложки муки и 2 столовых ложки сахара. Сюда же трем 30 грамм холодного сливочного масла. Все перетираем руками в крошку. Приготовленной крошкой посыпаем пирог сверху. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 40-45 минут. Готовый пирог достаем из духовки, даем ему немного остыть. Вынимаем из формы, в которой он пекся, и переставляем на блюдо. Пирог с клубникой получился очень красивым, вкусным и ароматным. Готовится максимально просто и легко. Также такой пирог можно приготовить не только с клубникой, но и с другими ягодами или фруктами, например, с вишней, черешней, голубикой или малиной. Обязательно приготовьте такой пирог и порадуйте свою семью такой вкусной выпечкой. Следующим приготовим пирог с ягодами. Ароматный, очень вкусный и красивый. Он как раз для летнего сезона, когда много свежих ягод и фруктов. Готовится несложно и получается всегда. Сначала приготовим тесто. В миску насыпаем 400 грамм муки. Кладем 250 грамм холодного сливочного масла, нарезанного небольшими кубиками. Масло сначала обваливаем в муке ложкой, а затем перетираем его руками в крошку. Это нужно делать достаточно быстро, чтобы масло как можно меньше нагрелось от тепла рук. Сюда же насыпаем 150 грамм сахара и 2 чайные ложки без горки разрыхлителя. Снимаем лимонную цедру с одного лимона. Используем только желтую часть. Перемешиваем. Одно яйцо разбиваем в отдельную мисочку и взбиваем его вилкой. Взбитое яйцо выливаем в миску. Все перемешиваем сначала ложкой, а затем руками. Перемешивать тесто нужно быстро и недолго. Как только тесто собралось в комок, прекращаем мешать. Это тесто не любит, чтобы его долго вымешивали. Третью часть теста отрываем, кладем в миску и ставим в холодильник остывать. Оставшееся тесто кладем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Распределяем тесто равномерно руками по всему дну.
Подготовленную основу пирога ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, режим вверх плюс низ. Запекаем примерно 10-15 минут. Пока выпекается тесто, подготовим начинку. Один нектарин разрезаем пополам и вынимаем косточку. Нектарин нарезаем кубиками. В миску насыпаем подготовленный нектарин, 150 грамм голубики и 400 грамм малины. Сюда же добавляем 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки крахмала. Все аккуратно перемешиваем. Ягоды и фрукты можно использовать любые, которые есть в наличии или которые вы больше всего любите. Их общий вес должен быть примерно 700-800 грамм. Основа уже немного пропеклась. Вынимаем ее из духовки. На нее выкладываем подготовленные ягоды и равномерно их распределяем по поверхности коржа. Вынимаем из холодильника часть теста, которую оставляли. Отрываем от него небольшие кусочки и кладем на ягоды. По желанию это тесто можно заморозить и натереть на терке. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30-40 минут. Испеченный пирог достаем из духовки и даем ему полностью остыть. У остывшего пирога отсоединяем края от формы с помощью ножа. Вынимаем его из формы и аккуратно переставляем на блюдо. Пирог разрезаем на порционные куски и подаем на стол. Пирог с ягодами получился очень вкусным и ароматным. В нем прекрасно сочетается сладкое песочное тесто с приятной кислинкой ягод и фруктов. Также ягоды придают этому пирогу сочность. Этот пирог настолько универсальный, что его можно приготовить абсолютно с любыми ягодами или фруктами. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравились рецепты таких пирогов, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.